Тесты даже не могут взять, крови вообще нету, кровь густая. Под грелочками капаем тепленький раствор, вен нету вообще. Плохо очень ему. Легочная форма. А? Легочная, да. Потому что у него хрип был. Ну, легочная, потом кишечная же, да? Иногда бывает одновременно. Да? Кишечник и легочная. Ага. Добрый день, вот Асхат. Насчет состояния нормально уже, более-менее. Но ждем рентгенолога. Еще не подошли. Он уже взял больничный. Мы обещали сегодня прийти, но сегодня рентгенолога не было. Ожидаем на завтра. Нельзя. Короче, Нидаль говорит, что у него, скорее всего, челюсть уже, может быть, и не будем сейчас оперировать. Сейчас мы более детально его осмотрим. Потому что он сейчас сопротивляет челюстью. Нидаль ему открыла, он сопротивляет, она у него закрытая. Месяц прошел просто, возможно, после перелома, ну, там, может быть, недели 3-3,5. За это время успевают кости начинать срастаться, то есть происходит первичное срастание костей по первичному натяжению, и после этого движение между отломками полностью прекращается. Смотри, по результату осмотра челюсть начала уже срастаться, то есть ветвь челюсти в области челюстного сустава, нижнечелюстного сустава, она почти срослась. Сейчас у него нет ни крепитации, то есть когда кости ходят из стороны в сторону, прикус стоит ровно, то есть нет искривления. Есть незначительная патологическая подвижность из стороны в сторону, но это прям на самом-самом минимуме. Сейчас просто консервативное лечение, мягкое кормление, любовь, забота и все.
Стой, сейчас пойдем там искать. Скат.